Всем привет! Вы на канале Черешный хутор, где семья живет в лесу. Ну прямо вот с этой секунды начинается наше длинное и увлекательное путешествие. Погнали с нами! Не было бы дождя, я бы сейчас плакал бы. А так вот сама погода плачет вместо нас. И в такую погоду действительно здесь делать нечего. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Наступила осень. По хозяйству все дела завершены. Мы со спокойной душой можем ехать в путешествие. Мы уезжаем примерно на 1,5 месяца и планируем посетить минимум 5 азиатских стран. Сейчас мы направляемся в Минский аэропорт. И хорошо, что идет дождь. Нам не так грустно расставаться со своей страной. Мы приехали. Сюда надо заезжать, походу. Оп, 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 оп. Оп. Здравствуйте. Здравствуйте, рада видеть. А уже зрители у вас уже были. И вы у нас были. Ну так, взаимно. А машина так и будет здесь стоять? Не, надо ее так вот развернуть и туда вот поставить. Кружки у вас наши есть, но мы вам такую еще, такой у вас нету. Ну, спасибо. И вот такие вот с черничным хутором. Это дубовые, Юра сам их делал. Такие вот штуки. Вот, класс. И мы ходили по магазину и не смогли пройти мимо. Короче, они такие по постельному белье такое мягкое, ну такое. Вот просто хочется, вот потрогай. Просто возле камина хочется в нем и спать. Ну, спасибо. Будете в нем спать. Еще как раз с рогами. Да. Двухспальная в какую-нибудь комнату это подойдет. Ну, конечно, с удовольствием. Все, спасибо. То есть здесь машина остается, да? Да, здесь остается все. Вы ключи оставили, если какой-то надо сугробы убрать, что-то. Да, мало ли. Так переедете. она никому не мешает. Вот у нас проезд есть. В гараж заехать, что возможность есть. Все есть, как говорится, заедем. У нас просто 1 минут, что мы не знаем, когда вернемся. Ну, вы надолго, я так понял, есть. Наверное, да. Ясно. Ну, хорошо, все будет в порядке. Друзья, как тут красиво, тут прям как во дворце, просто дворец. Такую звезду толстую в плитке. Я тогда ее как бы и не заметил, и не увидел. Это ж надо было плиточнику так постараться. А вы ждали кого-то, да? Да, ждем тут. Хуторяне должны приехать. Хуторяне. Так, спасибо. Обязательно поможем сюда. Дорогие хуторяне, прошу вас к нам за стол. Отведайте, пожалуйста, оленинки. А где оленина? А вот здесь в салате найдете. Вот тут прямо, Там есть, прямо да. олень. Там есть, олень там есть, да. Ну, у нас тут все домашняя колбаска. Кроме селедки, селедка магазинная, конечно. Остальное все домашнее, мы больше по домашнему. Я вот сразу оленя много накладу сюда. Не понял, это оленина, это тоже оленина, только без лука? Да, это мне без лука. Тебя... Все знают, что я лук не ем. Ну, ждали. Хорошо. Валя, в этом ролике мы будем кушать не только оленинку, но еще и верблюда. Мы же едем в Абу-Даби, а там будем обязательно верблюдя. Жадину надо поесть, раз уже там будет. Похоже на язык. Как будто языки. Вкусно. Вообще с луком люблю. Ну, это самое вкусное мясо из дикого, которое есть в лесу. Которое в лесу бегает, это самое вкусное оленина. Да? Да, остальное все, вот, что перепробовали, по сравнению с олениной не сравнить. А вот это что за бутербродики такие интересные? Что это? Это скумбрия. Мы в автоклаве, который вы нам презентовали, сделаем сами консервы. И потом в любой момент очень удобненько достал и приготовил, что хочешь. Хочешь салатик, хочешь вот бутербродики. У меня папа их обожает, эти бутерброды.
Тоже вкусно. О, сейчас, если все перепробовать, то самолет не поднимется. Потом спустимся в подвал, я вам покажу. Друзья, если кто-то сразу не вспомнил, Света и Виктор к нам приезжали. Когда мы ехали из Занзибара, мы у них останавливались. Они к нам приезжали, вот Виктор сам золотыми руками сделал шляпки на дымоход, вот эти с лебедями, этого кота. Мы любуемся до сих пор. Мы тоже каждое видео смотрим, любуемся тоже. Мы уже по традиции, куда бы ни ехали, через Минск к вам. Ну, молодцы, правильно. Мы еще возвращаться будем. Мы вас с удовольствием ждали. Приезжайте пораньше. Нет, не торопитесь, оторвитесь там нормально, чтобы на годик хватило. Вкуснятина. Ну, нормально, вкусно. Вообще вкусно. Горячий салат. Это вот с автоклава все делал? Слушайте, вы это... Так у вас погреб крутой, у вас можно босиком здесь ходить. Да, босиком ходим. Просто хозяева там кинет, да. Ну, не столько закаток, сколько у вас же там куча. Нет, у нас, наверное, у нас тут по-скромному. У вас потому что больше места. Больше места. А это все пустая тара, как говорится. Тоже надо заполнять, так нету времени. В принципе, вы смотрите, можете нас на самолет даже не вести, мы тогда здесь. Да, можно здесь. Это оленина, наверное, какая-нибудь. А там все подписано. Сверху. Лось Ж. То есть лось женского пола даже? Нет, наверное, что-то другое. Живот. Это живот. А, какая часть тела? Это именно с живота, другая немножечко. А, все понятно. А вот это просто лось. Это просто лось. Ну да, лось и цифры, все. Ну это 11 месяц, 23 год. Чего? Не, мы на обратном пути их угостим. Ну, Куда им сейчас? Обязательно. Им сейчас не надо. Как нажарим. Самолет их не пустят просто. Лосины. С дичью. Я, короче, экзотическое мясо начал есть, еще не вылетев с Беларуси. Так что это все еще будем пробовать. А вот это вот скумбрия тоже, видишь, такими маленькими делаем. Очень удобно вот такие салатики делать. Ага, потом, да? Да. И в автоклав туда напихаешь этих банок. Все удобно. Вскрыл, салатик сделал. Вот это надо нам с тобой разгрузить, чтобы мы сюда могли Сесть. Сесть, да, чтобы вы могли сесть, и мы поехали в аэропорт. Вот на этом месте мы когда-то наш колпак забирали. Ох, красиво, до сих пор радует глаз. Хорошо, что вот все-таки, как мы так вот сошлись с вами, я не знаю. Красивый получился. А это что получается? Подожди. А это вот дефлектор, как у вас над погребом, который крутится. А это дефлектор естественной тяги. То есть он без кручения. Туда тоже. Ты сам его делаешь или что? Ну да, это можно сделать. Ну это так, как хобби, грубо говоря. Экспериментируешь. Экспериментирую, да. Можно такое делать, можно все делать. Было бы желание, руки, как говорится, можно все делать. Ну все, спасибо вам большое. Спасибо. Мы к вам еще приедем. Ждем вас с радостью. До встречи. Какие люди, слушай. Я не понял. Ну давай вместе в Азию полетим. Куда? В Азию. Какую Азию? Не в Азию. Там на Ближний Восток. Сначала на Ближний Восток. Ну, привет. У нас все получится. Так, Валя, это тебе. Спасибо. Это ты, хранительница паспортов. Это тебе. Друзья, мы сейчас находимся в аэропорту в Минск. Но мы летим в большое путешествие по Азии, про которое мы вам много раз рассказывали. Но поскольку мы искали билеты на Авиаселс, он нам нашел самый быстрый, выгодный и удобный маршрут. Это получается Москва и Абу-Даби. И получается, билеты до Абу-Даби нам получаются выгоднее и дешевле, чем мы на машине доехали от дома до Минского аэропорта. И, конечно, мы используем эту возможность и в Абу-Даби заедем тоже на несколько дней. Поэтому мы легко зашли на сайт Авиаселс, оплатили своей картой. Вот билеты, идем на регистрацию.
Москвы долетели ровно за 1 час. Мы Да, раньше времени на 30 минут. А в аэропорт я целый день добирался. Чтобы потом целый час долететь, за 1 час долететь. Дорога очень много времени занимает. Из Брестской области мы выехали, и градусник показывал плюс 6 градусов. В Минске уже было плюс 4, а в Москве плюс 2. И вот наконец-то мы сели в самолет и летим в Абу-Даби, где сейчас жара плюс 30 градусов. Абу-Даби – это столица Объединенных Арабских Эмиратов. И это самый большой эмират в ОАЭ. ОАЭ уже больше 50 лет зарабатывают на нефти и превратили свою столицу в настоящий комфортабельный город-парк. Мы летим в самый безопасный город на Ближнем Востоке. За пару дней мы планируем посетить самые интересные и необычные места. И, конечно же, покажем это все вам. Погода, конечно, Мы не выехали, у нас. Было плюс 2, сейчас плюс 32. Снимай кофту. Наверное, эта погода тоже надоест, но пока что это так шикарно. У нас теплота. Выезжали, дождь шел, а тут солнечно. Друзья, мы наконец-то добрались до номера. Заселяемся. Номер у нас 4 звезды. И с завтраками мы обеды и ужины не берем. Хочется и кушать по ресторанчикам этим местную еду. И я скажу, что очень большой очень номер просторный. Большая просторная с душем. Фу, ну сегодня у нас просто, наверное, чиллинг. Мы сегодня уже никуда не пойдем. Так чисто погуляем по городу. Надо переодеваться. Походу у меня тут оленина еще осталась. В шкафу сейфик. Ну, в основном все не номера, эти похожи, все в Дубае. И такие виды из окна у нас получается, там какой-то, вы знаете, теплые окна, окна теплые, можно греться, на улице тепло. Кто там? Ну что ты тут? Покажи. Мы Ничего, просто на обзор твоего номера. А, так у тебя один в один, как у нас. Вообще просто все одинаковое. Ну, вроде бы заказывали одинаковые, так что... Ну, только ты здесь один. Ладно, все, то же самое. Ну что, пошли погуляем, что-нибудь, перекусим, прогуляем. Ага, да, надо сходить обязательно. Завтра у нас тяжелый день. У нас не тяжело, у нас насыщенный. На улице уже начало темнеть. Вот так вот приехали люди в Абу-Даби. Одни видео снимают, второй каких-то там клиентов обслуживают еще за ноутбуком. В итоге, слышишь, а когда отдыхать будем? Через 15 минут. Car cleaning. Получается, смотрите, как интересно. Идем просто по улице. А это они сделали автомойку и автосалон. То есть они сейчас ее помоют. Поехал дальше, другую помыл. То есть автомойка передвижная. Но я видел у нас шиномонтажи передвижные, но чтобы автомойка была, интересно, да? Очень много людей занимается спортом. И не пьет вообще никто. Тут даже не видно там бутылочки пива или там какой-то пачки сигарет не валяется.
А здесь нарисована бутылка. То есть сюда бутылку подставил, нажал на кнопочку и в бутылку набираешь. Пчелка эмиретская. Она как наша пчелка отзывается, да? Да? Ну? Выспались отлично. Я даже утром своему организму такой просыпаюсь и говорю, так, мы не дома, а спалось как дома. Ну что, поедем? Друзья, выезжаем из отеля. С нами едет Инна. И у Инны есть телеграм-канал, называется «Авантюрист Абу-Даби». Там такое сообщество, там больше 1000 человек, вы как-то делитесь тут друг другу. Изучаем город, страну. Кстати, Инна, Встречаем новеньких. мы много тебе ничего не могли привезти, в самолете нам по минимуму. Но вот такой вот дубовую досочку. Да. Спасибо большое. Приезжайте почаще. Все остальные, кого мы будем встречать в нашей поездке, будут без подарков, потому что у нас один рюкзачок был. Инна, расскажи вот про свое комьюнити и сколько ты здесь живешь. Вот зачем ты это комьюнити называется «Авантюрист Абу-Даби». Ты авантюрист? Характер Да. у тебя такой авантюрист? Я потому что люблю изучать новое, пробовать еду, узнавать что-то новое, культуру. Вот когда я приехала в Эмираты, мне стало очень интересно открыть их для себя с другой стороны. Я раньше думала, что это только... Высотки, да? Да, короче, я думала, это только одни высотки, вот эти. А оказывается, тут и цветочные поля, и здесь есть горы. Просто тут природа, оказывается, такая разнообразная. Вот, да. Хорошо, о природе. Смотри на меня. Сколько раз в неделю ты ходишь на море купаться? Ой, не спрашивай. Раз в год, раз в полгода, один раз в полгода, это хорошо еще, удачно. Да, опять-таки, когда ты думаешь, типа, ой, я буду жить у моря, я буду каждый день там кайфовать, ходить к морю. Нифига, блин, ты когда тут живешь, реально не успеваешь ходить к морю. Вот так оно, да? И мы тоже приехали. Мы вот ты говоришь, ты год живешь, а мы здесь сутки, да? И Вы должны были сразу. мы еще не успели тоже, не было времени. Визитор-центр. Ну что, мы с вами идем в президентский дворец, который открыли, между прочим, для всех желающих только в 2019 году. Так что увидим практически одни из первых, что там, где там тусит президент. Получается, мы сейчас пройдем по следам, где другие президенты всего мира тоже были. Да. Да, кстати, мы дальше увидим подарки, которые дарили шейху представители других стран. Дорогие подарки, конечно. Не досочка какая-то дубовая, я понял. Намек, да. А на территорию дворца просто так не попасть. Билеты стоят $20, а на входе нас проверяли с металлоискателями так тщательно. В аэропорт так не проверяли, чтобы не было ни оружия, ни бомбы, ни взрывчатки, ничего. И сейчас на автобусе везут еще во дворец дальше. Да, нас проверяла охрана, как Антона досматривали, мы все сняли на видео. Он, ну сиди сюда, говорит, а ну-ка удаляй. Мы, короче, удалили. Все, я только уходить, он не сюда, корзину тоже удаляй. Из корзины тоже все поудаляли. В общем, не показываем, как Антона проверяли. Антону везде заглядывали. Нас попроще. Я думал, нас повезли на автобусе, чтобы мы тут не набедокурили, не накуролесили. Но на самом деле территория такая огромная, что мы сюда шли по полчаса к этому дворцу. А купола-то как у наших церквей. А ты когда была последний раз? Получается, год назад, уже в ноябре, где-то в прошлом году, в декабре, не заметил, как этот год пролетел. А знаешь что, вот многие, я вот слышал, и что многие, кто переезжают в южные страны, говорят, что здесь время, из-за того, что нет времен года, Кстати, летит да. намного Мне быстрее. все время кажется, что июль,
другие месяца, не знаю, где-то июль примерно всегда живу в этом. То есть, видишь, и время быстрее пролетело, получается. Ну, да, мне кажется, я только что здесь была, сейчас вам говорю, что это был ноябрь прошлый. Просто обалдеть. Минус от переезда в жаркую страну. Короче, жизнь получается. Блин. Двери для великанов. Ну, чувствую себя в мраморной коробке пока что. Вообще мрамор везде сбоку, на нем и сверху вообще просто везде мрамор. Везде. Разных цветов. Мы находимся в действующем президентском дворце. Дворец нации Каср Аль-Ватан был построен в 2017 году, а спустя 2 года он стал доступен для простых смертных. Теперь этот дворец – одна из самых главных достопримечательностей Абу-Даби, так что мы решили обязательно его посетить. Что из себя представляет президентский дворец? Это гигантское, роскошное здание, точнее, крайне большое и очень роскошное. Президент тут не живет, но во дворце проходят разные официальные мероприятия, и мы ступаем ногами по тем местам, где находились многие мировые лидеры. Больше, чем легковая машина. По размеру. В центре дворца есть огромная инсталляция Power of Words. Сила слов. Это огромная сфера, сотканная из арабских слов, выполненных из позолоты. Эта инсталляция разработана и изготовлена известным эмиратским художником и представляет собой часть наследия, заложенного покойным отцом, основателем ОАЭ. Каждая скульптура состоит из переплетенной надписи, цитаты покойного шейха Заида бин Султана Аль-Нахаяна. Есть тут и такая цитата: «Богатство – это не деньги или нефть. Богатство заключается в людях, и оно бесполезно, если не посвящено служению людям». Эта скульптура «Сила слова» весит аж 6 тонн. Все устелено в коврах. Ковры такие обалденные, мягкие, шикарные на ощупь. Я даже не знаю, неужели люди по ним ногами ходят? Хотя мы сами по ним ходим ногами. Причем даже в обуви и то мягко. Сдалека кажется, как будто это плитка, да? Да, между прочим, так, когда уже ближе подходишь. Точно. Как ты думаешь, ты насколько здесь задержалась? Вот приехала сюда жить, в Эмираты, как ты думаешь, насколько? Я вот не знаю. У меня вообще сначала, я очень разные чувства испытывала к Абу-Даби, когда только приехала. Сначала нравится, потом что-то не нравится. Нет, тут все не то, еда не такая, хочу домой. Сейчас уже опять-таки привыкла, смотрю, ну вот хорошая же погода, природа, и хочется уже как бы здесь подольше остаться. Но это как получится. А ты с мужем приехала с какой стороны? Я приехала из России, вот, в Подмосковье мы жили. И муж тоже, и вы Да, просто... но мы жили в разных Подмосковьях, мы еще не были мужем и женой. В общем, получилось так, что мы встречались, как бы, любовь, морковь. Вот, и ему предлагают работу в Эмиратах. Он такой: я без тебя не поеду, все. А я такая: что? А как моя работа там, как моя жизнь? Типа, он такой: все, забей, поехали, будешь там отдыхать, короче. Забей на свою работу. Год отдыхаешь, я плачу, да, поехали. Я такая: ну ладно, раз мне предлагают ничего не делать, типа не работать. Вот так и живет, 2 раза в море купалась. То есть, получается, Да. компания здесь, которая в Эмиратах тоже работает, пригласила его? Да, пригласила, оказался какой умный молодой человек. Вот, и мы здесь поженились. Это, кстати, было очень необычно. Нас встречал человек вот в конторе, сидел, спрашивал, согласны, там, тролливали. Мы все такие тоже одеты, руки, плечи, там все закрыто, так все серьезно. Хорошо, так говорят, что в Эмиратах гражданство можно получить, если девушка только выйдет за гражданина Эмиратов. Если вы... Да, и нужно еще с ним прожить. Извини, что перебиваю. Ты не имеешь права получить гражданство, уже только дети получат гражданство. Ты только резиденцию можешь получить, а по рождению только получают гражданство. Может быть, и то только. Если ты выйдешь замуж
за эмиратца, он будет гражданином, ты нет. А дети уже получат только Но я гражданство. слышала, что если ты с ним проживешь 7 лет, что ли, в браке, может быть, тогда да. Может быть, тогда да. Видишь? Да. Хорошо, а вы как резидент, вот твой муж работает как резидент, пенсию он будет получать в Эмиратах или нет? Нет, ничего, никаких вообще плюшек, ничего не Здесь получается. нету такого понятия вообще пенсии. То есть, видите, перспектив-то вроде Просто бы как бы радуйся, и что- никаких. Нет, да, у тебя есть бумажка. Просто живешь. Это Просто вот, живешь, да, это пока не надоест. я считаю, что вот это вот самый большой минус переезда в Эмират. Да. Какие еще здесь минусы есть? Мы сегодня второй раз еще с тобой минусы, то, что время летит очень быстро. Да. Очень быстро время летит. Но это во всех южных странах так. А еще в южных странах, как оказалось, очень много плесени. Нужно пользоваться осушителями специальными, не увлажнителем воздуха. А они, получается, влагу убирают, там пакетики такие, нет? Да, Такое? есть пакетики, А ты которые в имеешь в шкафу виду мы вешаем, а плесень в есть... шкафу даже? Везде. Да, вообще, это ужас какой-то. Я раньше с этим не И сталкивалась. очень часто в отелях висят такие, знаешь, как вот шарики, не шарики, а вот как В одежде, в обуви, пенопласт такой, что вот в одежде обуви. И он, короче, Они висит, и внизу пакетик, и он такой чик, и она превращается в влагу. И в пакетике Короче, прямо вода. ребят, ну, наверное, плесень напротив того, что пенсии не будет, это вообще ерунда. Ну, на самом деле, это да. мелочь. Во дворце есть закрытые комнаты, куда туристов не пускают. Но нам показали следующие локации и достопримечательности. Это залы официальных приемов, залы, где обедают, зал с коллекцией подарков, экспозиция древних артефактов, огромная библиотека. А мы же поедем на рынок, там поедим. Да, я привез сало и хлеба специально. Мы тут такого в Эмиратах не видим, ни хлеба, ни сала. Что нас не сказали? Пойдемте отсюда. Одни лепешки кушаете на воде. Я пошутил. Лора с журналистами дает интервью журналистам 9 ноября 1971 года. Ну, то есть он вот в это время договаривается о первых, наверное, месторождениях нефти, как их добывать. 71 год, да? Да? Примерно вот. Примерно 71 года и пошли. Ты посмотри, сидит просто на ковре возле стены. Там. Ну что, ребята, занимайте свои места. Сейчас я вам дам пресс-конференцию. Разглаживай бутерброды свои, Антон. Будем есть сало. Пойдем еще на рыбный рынок, достанем выберешь любую рыбу и нам ее приготовить. Друзья, вы тоже через полчасика будем есть с вами, тоже доставайте чаек. Президент LG. Вот это чипс, подарок. Гифтс. Ирландия что-то подарила. Китайцы как-то этого. Сразу перчатки так пошили, не очень, да? Кувейт, Да. Франция, Германия, Франция. Ча подарила? Оружие. Ну да, Сильвер, Россиян Федерация. Наверное. Вот этот кортик Россия подарила. А вот это вот Польша подарила. Тут герб польский, написано президент Республик Поланд. Стало зерна. Ты сейчас берешь свою дощечку, туда аккуратненько просовываешь. Больше всего подарков от Казахстана. Почему? Да? А где Казахстан? Казахстан. Вот Здесь это. вот я видела, вот там. Вот. Чаще приезжаешь быстро, наверное. Наверное. А Туркменистан, смотрите, какой. А ты видела, что африканцы деревянных поделок тоже много подарили? Вот слон деревянный там еще Что много. слепили сами, ручная работа, наверное, да? Наверное.
Восток очень любит золото. Вы заметьте, даже эскалаторы и туалетные комнаты тоже все в золоте. Ну что, звезда, едем? Поехали дальше. Поехали в семизвездочный отель, где отдыхают только президенты. Я уже проголодался. Антон, ты себя не дискредитируй. Сначала в семизвездочный отель. Вообще отношение к русскоязычным вот Абу-Даби? Кстати, что мне здесь нравится, здесь все такие дружелюбные, неважно какой-то религии, национальности, то есть все между собой дружат хорошо, общаются. И нет такого, знаешь, если ты плохо говоришь на английском, еще что-то как-то на себя типа косо смотрят, что-то. Нет, наоборот, тебе помогут. Даже если ты ничего там не понимаешь, не знаешь, как сказать, все равно тебе помогут, направят, поймут тебя. Здесь в этом плане мне очень нравится дружелюбность и безопасность. То есть это не миф, когда ты действительно можешь на столе оставить все свои сумки, телефоны и уйти. Никто у тебя не возьмет ни за что. То есть тут не обязательно русский или кто. Тут из-за того, что интернационал, тут ко всем дружелюбно относится. Да. Это то же самое, что тебя спросили, слушай, а как ты относишься к тому, что вьетнамцы с китайцами сейчас поругались? Скажи, да мне вообще все равно. То есть и тут они не смотрят, ты украинец, Беларусь или россиян. Они тут все равно тебе будут дружелюбно там это. Ну и тем более здесь уже очень большое русское вот как раз таки комьюнити. С чего все началось? Я когда сюда приехала, сначала думала, с кем я тут буду дружить. Мне казалось, что тут никого нет, что тут все русскоговорящих нет. А я как бы на самом деле плохо. В Эмиратах зелень, растения, кусты, деревья – это роскошь, это признак богатства. И если бы здесь каждому газону и каждому дереву не было бы полива, тут бы была бы просто пустыня. Это пустыня. Ну, решили мы посетить один из самых дорогих отелей мира, только потому, что вот он рядом со дворцом. Мы были возле дворца, тут буквально 500 метров, километр, и вот такой вот отель. Ну что, вы знаете, сколько потрачено на 3 миллиарда долларов и 2 тонны золота. Кстати, дороже, чем Бурдж-Халифа. А Бурдж-Халифа – это самое высокое здание мира. То есть мы в отеле, который дороже, чем самое высокое... Да, дорогущий, безумно. А я где-то читал, что здесь даже продают золотое кофе. Да. То есть, или золотой 24 кофе. 24 карата. То есть я могу золото попить сейчас. Можешь. И станешь золотым. Только сумка просто вот так вот. У тебя есть с собой этот рубль? Активированный? Да. Давайте все вместе попьем. Пошли купим чашечку. Кто должен выжить? На всех по глотку, да? Деньги есть, пошли. Деньги есть. Нет, просто есть джус, я так понимаю, да, это просто соки, а есть фреши. Фреш будет другой немножко. Давай закажем. Валя у нас кофеман, поэтому будет пить золотое кофе. А мы чисто сок попьем и полюбуемся. Вдруг он невкусный. Смотри, подают даже аперитивчик кофе, да? С такие финики. Ну, хороший. Подавиться можно. Антон, ты аккуратней кушай, мы не откачаем тебя. Только отдых начался, Антон уже давится. Что ж мы без тебя будем делать? Такая более спокойная жизнь, чем в Дубае. Размеренно. Здесь вот прям семейная, засадни семьи. Муж и жена, медленно прогуливаться по паркам с детишками, все такое. Если нужны тусовки, то все едут в Дубай. И вот, кстати, молодые совсем люди, которые без семьи, они такие, фу, Абу-Даби, это для старперов, типа, тут скучно. Нам, старперам, здесь хорошо. Мне тоже это хорошо, так сидишь под фортепиано,
ждешь золотой кофе. Прям все мое. Да, Дубай это прям про тусовки. Повторишь на хуторе. С вилами. Давайте, а расскажите, почему вы приехали в Абу-Даби, а не в Дубай? Все в Дубай как бы едут. Мы просто И не знаю, мы в Дубае, и вот я лично был раз 10, Антон то же самое, поэтому, ну, уже Дубай, Тогда понятно. Дубай неинтересный уже. Но тут, если меня закрыть вот так вот, закрыть глаза и высадить, я все равно скажу, это Дубай. Ну, вот здесь то же самое. Мы вчера ехали с такси, уставшие, такие едем, везут на такси, а Валя такая, о, кстати, эта улица, вот там мы жили, это наш отель. Мы такие с Антоном, Валя, мы ж в Абу-Даби. А, точно, мы ж в Абу-Даби такая. Тут все похоже. Тут просто нету этих вот такой, там как-то более вычурно. Там все самое большое. Там самый большой небоскреб в мире, там самое большое колесо в мире, там метро самое длинное в мире, которое надземное, которое без человека ездит. То есть, ну, без... Там очень много высотных зданий. Сразу. Здесь их так мало. Здесь они тоже есть, но они просто не самые высокие. Не такое количество, да. Но очень мало людей на улице, Хотя в отличие от Дубая. Абу-Даби, он же зарабатывает на нефти больше, чем Дубай. Да, это самый богатый Это Эмират. самый богатый Эмират. Просто там бизнес-центр, а здесь просто столица. Здесь он просто кайфует. Как Вашингтон и Нью-Йорк, да? Да. Именно даже очень похоже. Ну, мне тут нравится пока что. Я не отличаю там. Если ты там не хочешь никакие там что-то такое для дискотеки там или что-то такое, то тут то же самое, что и Дубай. Здесь больше парков еще, кстати. Вот я заметил, что здесь Это больше более зеленый зелени Эмират. больше, чем там больше такого каменные джунгли, да, а здесь такой зелени не чувствуется, что мы вчера прогулку делали, как бы, то есть парки, прямо фонтаны, то есть набережная такая прям, да, здесь в этом плане. Я говорю, чувствуется, что меньше зелени. Вкусный кофе, но вы мне скажите, вот это же золото, да? Вот это вот что? Стружка золотая. Живот не прихватил? Нет, нормально все. Просто тоже боишься много есть, привыкнешь, потом Валины сережки съешь дома. Да, туда все На наждаке, да? Но долго не хватит. Что-нибудь похожее или нет? Нет. Ну вот, беру вот так вот золото это, да? Золото. Оно не сладкое, не кислое, ничего. Это какой-то обычный металл. Короче, консистенция. Фольга, а потом она взяла и растала во рту. Так это съедобная фольга, это не золото. Наверное. Размешай. Сейчас, Валя, ты давай ешь. Тебе фольгу дали, ты ешь. Это лучший кофе в твоей жизни или нет? Нет? Много кофе. Ну, не допивай тогда. Жалобную книгу тогда нам, пожалуйста. Повторите еще раз. Точно невкусный. Мы любим с тобой макачино, а здесь кофе. Не капучино даже. Да, это не капучино, не макачино, это обычный кофе. Просто за $30 чашечка и все. С фольгой пищевой. Ну, зато мы пробовали такой кофе. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Хорошо, переехала ты и что, и решила создать группу, получается, в Телеграме? Да, я просто поняла, что вот когда ты переезжаешь, ты один в новой стране, тебе очень тяжело, и хочется хоть какую-то поддержку, чтобы кто-то, кто здесь уже живет какое-то время, подсказал, да, то же самое, какой магазин, где там купить помидоры самые лучшие. Кстати, здесь очень популярный вопрос.
Серьезно? Да, очень проблема. Хорошие помидоры не могут. Может, есть еще и русскоязычные в плане с продукцией из наших стран магазина или нет? Вот, да, появился есть магазин с русскими продуктами, привозят их из Узбекистана. Там как раз и помидоры, и гречка есть, и все. По сути, здесь можно найти, да. Мы, да, вот, поэтому я посчитала, что комьюнити такая помощь тем, кто только приехал. И мы... То есть в твоей группе все общаются и друг другу отвечают на те же вопросы? Да, помогают на любые вопросы, и потом опять-таки просто сходить погулять с кем-то, встретиться, там, с собакой, с детьми. Короче, наша душа требует этого общения, да? Ну да, хочется дружить все равно с кем-то в новой стране. Ну и в основном все национальности все равно друг друга живут друг с другом. То есть даже у африканца нет друга китайца здесь. Ну да, все равно все тянутся к своим. Да, все равно. Хотя так на улице улыбаются, здороваются. Да, хотя все дружелюбные. Слушай, кем твой муж работает, если так вот из России даже понадобился персонал, которого вот вызвали, можно сказать, забрали? Он инженер, проектировщик, проектирует фабрики, заводы. Видимо, здесь проблемы с этим. Не то, что проблемы, тут много таких нужно. Ну да, здесь же, кстати, строят постоянно что-то. Хорошо, вы в Дубае много раз были? Чем отличается Дубай? Для меня это какой-то ужас. Когда мы приезжаем в Дубай, там слишком шумно, очень много людей. И хочется поскорее обратно в свою вот эту деревню Абу-Даби. Кстати, да, между собой у нас Абу-Даби считается деревней. Все друг друга тоже знают. Слышишь, ну вот мы приехали сюда и как бы... Не считается, тут, да? Нет, подожди, ну как бы деревня не деревня, тут столько есть мест, куда посетить, за неделю не посетишь все. Все равно, по сравнению с Но людей, да, мы вчера вышли на улицу, Валя сказала, тут людей меньше, тут классно. Тут как 10 лет назад в Дубае, то есть вот так. И это вы еще в центральном районе. Мы живем в том районе, где вообще ты выходишь, там просто никого. Ни машин, ни людей. Ну, заметьте, оно чувствуется, что меньше высоток, больше не, как говорится, зданий, которые там меньше этажей, да, то есть низко. И вот это, ты говоришь, что меньше людей, да, но при этом много зелени. Да. То есть очень много всего. Вот чувствуется, что есть отличия, вот как меньше людей, да, но при этом какая-то движуха вот на набережной постоянно. Но все равно ты здесь все на спорте занимаются. Отдыхаешь, знаешь, а в Дубае там все-таки прям какой-то клубный движ. Но там и поток даже машин, вот чувствуется, что он выше, вот и шумность откуда тоже. Да. Выехали на рыбный рынок. Вот этот офис, это что получается? Самое главное? Абу-Дабийская нефтяная компания, офис. Нефтяная компания. А вот в этих зданиях снимали «Форсаж». Как из одной башни машина летела в другую. На стоянке машину оставили, дальше поедем на электрокаре. Мне кажется, такой карчик должен быть, на хуторе должен быть. У нас такой, только на двух колесах. На двух колесах это тачка, что ли? А, ты же ролики не смотришь. Мы ж мопедика купили. Электрического. Ваня. Надо такой купить, чтобы можно было посадить и так. Поехали. Объезд сделаем по гектару. Так пахнет шашлыками, да? Прям есть захотелось. Да. Меня уже будешь называть точно каким-нибудь. Антон, выбираем все, что хотим. Он тоже знает, куда привезти, да? По запаху сюда дошел бы. Сеньорита. يا فاصل كلموا بقى كمان لسه Акула, смотри. شعر بيبي شعر Это бэйби. 1 килограмм, да? Я. А что ты с ним будешь делать? Я не знаю, плавник обновлять и съем. Come on, my friend. Не, я слышала, что мясо невкусное. Не, он только для супа вот именно.
Ты такую любишь, помнишь, ты покупаешь только маленькую? Ой, это Ты это только... окунь? Окунь морской, да? Да. А что большой? Большой у нас таких нет. Ну как? Смотри, у него глаза в разные Дима, стороны как расходятся. впечатление? А? Впечатление. Они мне говорят, Сибас, лобстер на меня ходят. А как впечатление? Надо как-то, надо найти, кто что хочет, выбирайте, пойдем приготовим. How much? 100? 100 дирхам. 30 баксов стоит. Барракуда, мы таких в Африке ловили, барракуд. Зубастые, как щука. Дорадо? Нам надо осьминог, автобус, что-то нет. С икрой, да? How much? This one kilo 45. Кило 45? Yeah. King Один килограмм 45, да? King crab. Too much meat. А тут сколько килограмм? Тут килограмм. This one kilogram. 1 килограмм 45, да? А еды тут сколько? Нормально тут еды, посмотри, сука. This all meat. Как 20 раков. Meat langosta. How many pieces boss on all discount? Сколько стоит? How much? This 110 one. 110. 110. Вот твои автобусы. Босс, ты нет фиш? Автобуса нету? Есть, Димка, есть автобус. Это большой будет. Есть, Автобус, есть, how я much автобус? хотела. Автобус порт дирам манки. 40 дирхам, 40 дирхам, да? Это 10 баксов вот этот здоровый. Слушай, куда же его деть? Так давай мы сделаем, мы его с собой возьмем, если даже останется. Мы потом его... Я говорю, нет фиш here. All sit down and grill okay. Там окей? Yeah. Eat fish. Also custom fish. All backside grill sit down okay. 1 kilo 15 dirham. All grill sit down. 1 kilo 1.5. All grill sit down. 1.5. 50. 1.5 kilo grill. This is my menu. Yeah, this is my menu expensive. All custom fish. А сколько стоит, если был килограмм? 1 килограмм how much? 1 kilo 40. Так, 40 дирхам стоит и 15 дирхам приготовить. То есть 55. Блин, ну здесь тебе столько надо. 2 килограмма будет, да? Не, ну ты ж не купишь половинку, он же тебе не даст одну клешню. Он целым надо покупать или может резануть просто? Я думаю, целым. Да? Small. Это он сколько весит? 1 kilo 500 грамм. А, это 70 дирхам, да? Yeah. This is good. Давай. This one piece and then this and shrimp and crab. Давай, 70 дирхам. То есть мы это покупаем, да? Что еще купим? Это он показывает, что жабры бордовые, да, это свежие. Подожди, подожди, это Валя себе купил автобуса, да? Я возьму эту фигню себе. А, это у вас или у того? Здесь. Я ее. Ты видишь, ракообразная, да? 1 кило. Давай. Краб, да. Да. Скажи, много краби нет? Давайте рыбу какую-нибудь возьмем, это все съедим, да? Какую рыбу? Антон, выбирай ты рыбу. Да. Выбирай акулу. Сибас. زين كمان شو مزين؟ Сибас так себе. Сибас no body. Жирный, да? А еще? Сибас нет. Амур локал. Амур локал Абу Даби. Это типа местная локальная. Амур? This local. This Абу Даби лок. This here, see here. Абу Даби, да? Давай маленького такого возьмем, да? Да. Small. Большой не Only бери. this medium was only the clinic the head and this Вот это все выкинет, да? yeah, the clinic. How much? On all discounts. Сейчас он... Сколько дискаунт? Come number 8. Сколько стоит? How much будет дискаунт? Так что радостно, лишь бы положиться. Нет, такое не хотим. С ним очень тяжело торговаться. No small. Давай что-нибудь другое. How much you take? This 65.
This 55, this 50. 50, 55, все выходим. Так мы лучше креветок возьмем каких-то. Давай таких возьмем. Давай разных креветок. Это кто, мальчик, девочка? Это очень важно. Да нет, это просто... Yeah, just big. Ой, это классные большие. Это типа свежие. Лопала, нет? Yeah, it's Лопал. Си. Местная. Дмитрий, помнишь, мы были на Занзибаре на рыбном рынке? И что там? Помнишь, как это? Только так. Вау, и целая куча мух так взлетает. Да, там много мух, здесь такого нет. Здесь цивильно, но они тоже, как и африканцы, подбегают, тебя разводят, торгуются. One. واحد. عربي. عربي. واحد. اثنين. ثلاثة. Чувствую, что кинул меня где-то он. Не, сейчас сдачу делать. Сейчас все сдачу даст, да? Сейчас продавец занесет это все в ресторан и нам приготовят это все. Так ты, получается, здесь целый год, а домой ездила хоть раз за это время? Да, здесь же летом очень жарко, как вы знаете, очень жарко, поэтому в отпуск мы теперь ездим в Россию домой. Еще один минус жизни в Эмиратах. Тут жарко, тут летом плюс 40-50, да? Да, плюс 50 было в этом. Я как-то попал сюда в августе. И дно было горячее, поэтому пришлось плыть. Да, ты Серьезно, просто так... перебежками. Ты выходишь из дома, сразу быстро в такси, из такси там уже до магазина. Вот это минус, конечно. Ты, получается, муж твой резидент, ты тоже резидент. А как вы, правда, пенсию нет, а по медицине, как, что вам надо, чтобы лечиться? Да, у нас есть страховка платная, которую ты покупаешь, и туда что-то входит, что-то медицину. Ну а вот в аптеку ты зашел и купил любые таблетки, что тебе хочется, или... Вот, нет, в аптеке вообще мало что можно купить, только витаминки типа аскорбинки, горло, леденцы, все остальное только через врача. Ты идешь к врачу, и если он тебе назначит, выпишет рецепт, ты с этой бумажкой идешь, то есть сам ты купить ничего не можешь. Медицина вся платная, очень дорогая, да. То есть как в Америке получается, да? Это тоже как бы не плюс. Ты как бы, вот да, у нас при том, что страховка вроде есть, как бы, ты все равно идешь, и что-то она покрывает, ты все равно дофига еще платишь. Даже если ты платишь страховку дорогую, ты все равно еще платишь. Здесь невыгодно болеть. Да, болеть мы в Россию тоже ездим. И зубы лечить, да? Да. И за таблетками туда. Я помню, вот когда первый раз сюда поехал, это какой 2009, наверное, год был, да? Да. И мне так заболел живот, просто я уже думаю, все, мне хана, мне капец. Я дошел до аптеки, я вообще даже не... Кстати, уголь там продается. Нет, так я в аптеке показал на живот, это было в 2009 году. Дал мне какие-то белые таблетки, я через час я вообще как новенький, вообще даже как будто не болела. Я не знаю, это меня тогда... Интересно, что я еще так подумал, ничего себе, хороший. Сейчас, наверное, такого уже нету, да? Повезло мне тогда. Короче, чем дальше, тем хуже. Да. Слушай, ну вот ходишь по улицам и настоящих арабов не видишь, их нету. Сколько их процентов населения всего лишь есть? 2, 10? 2 или 3. 2 или 3% местного населения, остальные все приезжие. И вот смотришь на индусов, они такие какие-то маленькие, грязненькие, такие обдертые. А сколько они денег работают здесь вообще? Мне кажется, им даже... Очень мало. Они живут в маленьких комнатушках по 20 человек. Зарплата 2000 там, дирхам. Это... То есть они по $500 зарабатывают, но они довольны. Да. Еще и на родину отправляют домой. Да. Они же такая процедура, там, как мне рассказывали, что приезжают сюда работать, они отсылают деньги домой. Он, грубо говоря, доходит момента, что ему надо, относительно на пенсию. Он едет туда, приезжает его сын, и сын уже финансирует его, то есть, как бы такой момент. Да, кстати, в Индии же страна, у которой пенсии нету. Там они до сих пор ухаживают родители за этими, поэтому они вот так вот и едут. Слушай, да, интересно. А арабов, кстати, я не знаю, где они. Никто не видит особо, да. Слушай, арабы зато хорошо устроились. Они сидят на нефти, ее качают, получают за большие деньги и используют труд вот этих вот других африканцев, азиатцев, азиатских стран за самый минимум. Да. А зачем работать? Тут приезжают экспаты, работать.
ты ж не будешь спагетти есть, правильно? Я вообще не понимаю, что происходит. Мы пришли на рынок, да? А рыбу не купили мы. А что мы купили? Ну вот именно, что мы купили? Ты тоже очнулся, что? Креветки, крабы и кальмары. Морепродукты. Ну да. Рыбы нам не дадут. Поэтому мы будем полуголодные, надо что-то еще купить. Вот как здесь. Да, нормально. Окей. Вот так. Краб. Краб, а как краб? Варить, наверное, надо. Another one you have. Нормально. You want to steam like this also? Да. Small or large? This one. Yeah, small or large? Small это маленькая, large. Он тебя спрашивает про... А что меня? Тебя тоже спрашивают. Okay, grill. The bien. The grill. You don't like to fried? Like something fried? Fried. Seem like this. Fried. Okay. Only grilled. Okay. Only grilled. Молчите дальше, да? Yeah. Rice? Rice. Yeah. Seafood rice? Rice или or shrimp rice? Что ты хочешь? Potatoes? Rice, не надо его Rice. Rice? Yeah. Which one? Big rice. Paella rice? Согласен. Where are you from? Grill rice, а? Не все на гриле. What is this one? One. Here. Подожди. Okay. This one. Вот это? Это в этом. Yes. Which one? Seafood. Seafood rice. Seafood rice. Sayadiyya rice. А тут есть рис, seafood, есть миксед, есть басмати. Тут, короче, 10 видов рисов. This one, paella rice. Это паэлья будет с морепродуктами можно, да? Не надо паэлья, нам надо обычный райс. Райс и все. Only rice. Only rice и все. Only rice. Yeah, which rice? Yellow, brown, Mix. Коричневый. Микс. How many? Так что это? Зачем он это делает? Запах? Мух отгоняет. Мух отгоняет. Мухи не мешают. Вот видишь, а ты говорил, здесь мух нету. Это они кофе туда добавляют. Что? И что, мухи боятся кофе, получается? Кофе? Кофе. Turkish coffee. Готовили нам все блюда примерно 20 минут, но максимум 30. И, конечно же, чуйка не подвела. Нас все-таки обманули и рыбу в пакет нам всунули. И получается, мы за нее заплатили деньги. Но мы не пожалели, что нас обманули. Рыба на самом деле была вкусная. И без нее стол бы был пустоват. Но и хорошо, что нас обманули. У нас на столе были бы только осьминог, креветки и краб. А по сути, это на компанию кушать нечего. И вот только благодаря этой рыбе мы и хорошо наелись. Даже с собой в контейнер взяли в отель. А что же было самое вкусное? Самое вкусное были все-таки креветки на первом месте, осьминог на втором месте, рыба на третьем, а краба просто отварили нам. И получается, что креветки со специями перебили весь вкус, и краб получился самый обычный безвкусный рак. Когда заходишь, было этого. Чувство такое аппетита морепродукта, уже выходишь, уже этот запах. Рыбой воняет тут что-то. Чуть-чуть не доели, Валентина забрала с собой. Слабо ты, Антон, кушаешь. Ты плохо стимулируешь. Вот дома, да, мы же привыкли все ходить в магазин, покупать там продукты и готовить, да? То есть начинаешь и готовить и все такое. Как здесь вообще обстоят дела? То есть ты готовишь что-то или нет? Или учитывая, что здесь наличие кафешек, ресторанчиков целая куча, то есть вы ходите просто кушать Да, на здесь улице? проще заказать или куда-то пойти. Дома мы не готовим, нас всего двое, в принципе, и как-то проще просто что-то заказать и съесть, чем на кухне разворачивать. У нас даже посуды нет, можно сказать, там кастрюля одна, даже не покупаем.
То есть кухня здесь не нужна даже. И досочка у вас есть. Да, у нас теперь только досочка есть. Короче, этого... Порезать овощи. Да, только порезать. Короче, я так понимаю, что здесь только микроволновка нужна разогреть, если что-то, да? Мы так и делаем. Ну что, мне вообще Ну нравится. так легче жить, да? Мы с Валей раньше всегда приезжали сюда в Дубай, и мы все время ели эту шаурму и их соки натуральные, настоящие. И мы вчера ворвались сразу же, шаурму, соки, мы выпили. Обалденно. А ты когда приезжаешь в Россию, ты что первым делом? Ну-ка, где моя греча? Пюрешку с котлеткой. Пюрешку? Мясной котлеткой и пюрешка, да. Почему-то здесь дефицит пюрешек и котлеток. Что я хотела сказать, тут знаете, что больше принято не заказывать еду, а нанимать человека, повара, у многих няни, которые присматривают за детьми и еще готовят по дому, убирают и готовят. То есть это вот идеальный вариант. Наши русские, потому что многие так делают. То есть просто нанимают няню да, в плюс одном повара лице няня филиппинка, она и готовит, и все. Кстати, вот я бы на этот уровень перешла уже мужу, там, передайте. Я бы тоже. Намекнуть надо, да? Дима, я тебе намекаю. Короче, нам надо попасть на Филиппины. Понял? Слышь, вы видели? Тут одно предложение намеков. Антон уже новую везет на Филиппинку. Ну что? Инна уже тоже себе Филиппинку. Филиппинок мы еще не привозили. А мы поедем на Филиппины или нет? Давай это будет сюрпризом. Давай это будет сюрпризом. Там Антона ждет мы садимся на рейс, Филиппинка. да? А куда мы летим? Ты не знаешь. А Юра, мой друг, говорит, что привезти ему таиландку. Тайку? Тайку. Таиландку. Что он с ней будет делать? Ну, смотря какая тайка будет. Она будет по дереву, что ли? Она ж массажист такие хорошие. По дереву будет вырезать что-то, да? Да. Так, а у меня к вам вопрос вообще. Хотели бы вы остаться жить в Абу-Даби? Как вам здесь нравится вообще? Ну, отвечаем. Или лучше на хуторе? Я бы только приезжал только на зимовку. Все. Да? Да. Я, если честно, 100 раз задумался об этом, вот об этом. И как бы меня в Беларуси, например, не устраивает только вот одно. Это осенние, короткие, мрачные, холодные дни, когда небо тебе давит вот так, когда короткий день. Вот даже у вас тоже вроде бы темнеет, вот потемнело у вас в 6 часов вечера, да? До 10 все гуляют на улице, все. У нас куда ты погуляешь? Там холодно, мрачно, сыро, влажно, снег, слякоть. Хотя и посветлело у вас сегодня в 5:30 утра. То есть у вас длинный, короткий. Уже бегать начинают. Ну, длинный день. У нас вот только меня вот это напрягает. То есть, весну, лето я белорусскую просто обожаю. Летом мы никуда вообще не поеду в Беларусь. Это самое счастливое вообще. Грибы, рыбалка, удовольствие, вообще самая температура комфортная. То есть вот зелень еще когда начинается, оно же как глаз радует. Вот, мне кажется, что вот долго здесь живешь, а потом приезжаешь в зелени, оно же кажется, прямо вот так, знаешь, тебя аж пестрит везде, что все зеленое. Я даже в Москву, когда приехала, мне казалось, что она зеленая. Я даже раньше не видела, что там столько деревьев, как вот после Абу-Даби. Москва зеленая. У нас свежий воздух. Да, воздух. Точно, из минусов здесь очень высокий индекс загрязнения воздуха. Я только здесь начала его отслеживать. Мне кто-то сказал, я открыла приложение и посмотрела, что здесь. Там написано, знаете, типа, надевайте маску, не выходите из дома, типа, очень загрязненный воздух. Я такая, что? Как жить? Ну, я не знаю, но он одновременно же и иодизированный. Вот Антон приехал с кашлем, он вылечился буквально за полдня. Все, у него нету кашля полдня уже, хотя он ехал всю дорогу кашлял. Ну, то есть, ну как, он грязный от чего? От чего? От песка с пустыни летит сок и какие-то взвешенные частицы еще. Хорошо, ты смотрела продолжительность жизни вот здесь? Вот, кстати, нет. Мне не смотрела. Сколько живут арабы, от чего они умирают? В комментариях напишите, какая продолжительность жизни действительно именно в Эмиратах. У нас, потому что у нас примерно сколько, 77 или 72? Ну, примерно так вот эти вот страны. Даже поменьше, мне кажется. Да. Хотя средний возраст. И у нас в основном что? И рак, инсульт, инфаркт. Ну, как бы только от этого. Сердечная, да? Да, только вот сердечная инсульт. Потому что мы кушаем. Хотя воздух хороший. Мы кушаем свининку, мы любим покушать там картошечку, поэтому у нас такие вот болезни.
А тут, тут же сильно по-другому как-то. Вот даже мы смотрели в Африке, маленький, очень низкий показатель, вот эта продолжительность жизни очень короткая, хотя умирают в основном даже потому, что медицина не развита. Да, уровень медицины там низкий. И, Валя, и какая там самая болезнь была? Диабет. Диабет. То есть в Африке умирают от диабета. И это по наследству в основном у них. Хотя Слышь, у нас тоже, скажем, город. Но все равно ты же не видела, что улицу перегораживали, гроб несут? Ни разу. Не умирают, значит. Это вообще, это что штуку некоторые не шутят, а другие не должны смеяться. Не, ну ты очень подметил, между прочим. У нас, видишь, какая традиция, то есть, а у них, ну, это... У них, может, сжигают тела? Ладно, хорошо, кладбище когда последний раз видела? Именно здесь или вообще? Вот здесь. Здесь не видела, кстати, вообще. Здесь сжигают, видно, тела. Друзья, сейчас мы идем в Лувр. Да, вы не ослышались, Лувр, как во Франции. И многие экспонаты здесь собраны со всего мира. Вход в Лувр стоит 60 дирхам, это примерно $20. Абу-Даби заплатил более 500 миллионов долларов, чтобы он ассоциировался с именем Лувра. И еще более 700 миллионов долларов в обмен на суды на искусство и специальные выставки и советы по управлению. А строительство самого здания Лувра Абу-Даби оценивают в 600 миллионов евро. Лувр Абу-Даби спроектирован совместно Объединенными Арабскими Эмиратами и Францией. Он охватывает всю историю цивилизации и делает акцент на опыте человечества. Музей открыт в ноябре 2017 года. И тут захватывают не сами экспонаты, но еще само здание, которое спроектировано архитектором Жаном Нувелем. Музей состоит из десятков зданий, расположенных на берегу Персидского залива. И все эти здания соединены набережной и самой потрясающей особенностью музея – куполом. Этот купол шириной 180 метров состоит из 8 слоев стальных геометрических звезд. И кажется, как будто он парит над музейным комплексом. В коллекцию этого музея входят даже скульптуры, которым насчитывается более 3000 лет. В музее есть Wi-Fi с возможностью скачать бесплатно аудиогид, информативно посетить залы музея. У нас было мало времени, мы пробежались примерно за 30 минут. Но если вы когда-нибудь сюда попадете, то закладывайте минимум 2-3 часа. Мы заметили, что на выходе из всех музеев в Арабских Эмиратах стоит сувенирная лавка. Для туриста удобно, купит любой сувенир, а для предпринимателя выгодно. Первый президент Эмирата, он здесь же похоронен. В 5 футбольных полей вот это место, территория. От уровня моря 9 метров подняли высоту. Специально насыпали, да? Насыпали. Здесь проблема была, все здесь сваями сделано, то есть сваи забиты везде, потому что любая погодная катастрофа, она чтобы не повлияла на это все. Сейчас мы приехали в мечеть шейха Заида, да? Да. И рядышком торговый центр. Туда не пускают женщин с непокрытой головой. Да, нам нужно купить вот такую абаю специально. Сейчас Валентина будет мерить арабское одеяние. Да, пойдем. А навсегда ее купим, правильно? Конечно. А тут что, размеры не надо подбирать? Можно и розовый даже. Иди сюда, давай. Иди сюда, давай.
А ты когда свою наденешь? Я свою не взяла. Ты просто косынку наденешь? Да, да. Я смотрю. Ага. Знаешь, что такого? С Энигмой клипа. И что, все? Светлее надо. Нормально, пойдет. А на лицо ничего не надо, на фейс? Окей? Не, надо, нормально. Вход в мечеть бесплатный. На религии не зарабатывают, а на политике можно. Видели, да? И за ручки нельзя, обниматься нельзя, маски нельзя, игрушки нельзя, знаки всякие, жесты показывать нельзя. За руки можно только ребенка взять. Вперед! Смотри, он его запаковал сверху, чтобы ты не облился. Не разлил. Мы сюда попали на закате. Красота неописуемая. Они это все сделали высший класс мастерства по всему миру. Они даже конкурс сделали насчет этого. Так это мрамор, да? Да, Да, это мрамор. Ну, это ручная работа, это понятно. Да, это все ручная работа. Поэтому так долго строилось. 10 Вот лет это из пластика или чего? Эта мечеть входит в шестерку самых больших мечетей в мире. И в тройку самых дорогих мечетей в мире. Если вы планируете посетить мечеть шейха Заида, то тут очень строгие правила. Регламент посещения. Женщинам следует покрывать голову и волосы платком. Даже во время съемки нельзя фотографироваться без них. Здание освещалось голубым. Этот ковер везли сюда на 2 самолетах и потом сшивали. Эту мечеть, безусловно, нужно увидеть своими глазами. Масштабы и богатство убранства поражает. Она открыта в 2007 году. Является самой большой мечетью на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Эту мечеть можно с полной уверенностью назвать мультинациональным проектом. В ее возведении принимали участие свыше 3000 специалистов, более чем из десятка стран, среди которых Австрия, Италия, Великобритания, Китай, Турция, Германия. Особое внимание уделялось отделке интерьеров. По замыслу они должны были поражать своей роскошью. Фото мечети, когда она заполнена. Мужчины. И женщины только вот здесь вот по кругу их пускают. Вот тут вот. А сейчас одни туристы у нас здесь. Все, спасибо, что нам провели экскурсию. Мы уже теперь знаем об Абу-Даби и все. И спасибо, что зрителям нам нашим тоже это удалось все показать. Очень было приятно общаться. Вам тоже очень приятно. До встречи. С вами познакомиться. Да, давайте, приезжайте. Где-нибудь еще увидимся. В другой стране, да? И что можно сказать зрителям? Да, приезжайте, Абу-Даби открыто. То же самое, что Дубай, только более как-то все консервативней, когда все как-то тише, спокойнее. Посильнее. Размером, наверное, больше. Да, и как бы, но тоже есть что посмотреть. Тут вот если приехал на 10 дней даже в номер некогда будет зайти. Мы, например, еще даже в море не были. Ну все, до новых встреч. Пока-пока. Пока. Выгнали с пляжа, это потому что в красных труселях. Нет, он показал, что такие нельзя.
Сейчас даже как-то так вот, ну просто мне на печке лавочек к вам приезжают. Я по-любому буду купаться. Класс. Блин, слышишь, когда на улице жарко, да, а сейчас будет жарко. Вода. Вот там волна, да? Мы уже без Вани, поэтому не поедем в аквапарк. Вообще сейчас очень хорошая заполняемость отелей, потому что вот именно сейчас будет проходить Формула-1, ну Формула-1. Тут же есть Феррари парк, мы как раз пролетали с самолетом, его видели. И там возле него, прям возле него 4 парка аттракционов, аквапарк, просто американские горки. Но Ваня ж будет смотреть это видео, наш сын, и скажет: вы что, без меня? Поэтому мы так вот тихонечко по-пенсионерски полежим в водичке и хватит, и не поедем туда. Вода теплая, только тогда, когда в нее зашел. Вот я посюда зашел, она теплая. Посюда прохладненькая. Поплыл дельфин. Друзья, не знаю, кому хорошая новость, кому плохая, но на хуторе сегодня я не про снег и дождь. Сегодня купили злату, у нас осталась одна белка, хулиганка. И купили всех поросят, кроме маленького с черной попкой этого, как его, памперса. Памперса оставили. Подгузника. Подгузника. Ну, он кастратик, мы обычно своих поросят, которые идут на мяско, не называем, ну, Юра назвал. Пускай Юра и режет тогда. Пускай он за него отвечает, да? А вообще там холодно сейчас. Пасмурно. Дим, смотри. Басмати. Каких мешочков? Это да, тут нету каких-то наших каш, там, гречки, перловки. Тут только в магазинах вот целые мешки риса. Здесь горы. Слушай, раньше у нас макароны в мешках продавали такие, да? Только рис. Это к пиву. Да, это маленькие креветки, типа как у нас к пиву. Но тут на весь Абу-Даби, наверное, где-то 8 магазинов, которые продают алкоголь. Это дорогая лицензия очень. Мы даже сами такого не встречаем. А вот это мелкий. Вот смотри, здесь рис, он такой прямо крупный, слушай. Это длинный. Да? Ну он такой, кажется, там здоровый, прям большой-большой. Здесь нету много разновидностей каши, зато здесь много разновидностей риса. Будешь покупать себе прикольно кака. С Нидерландов, которые покупают у нас американских коллег. Ты голубику смотришь? И они покупают у нас. Хурма это кака, дейт это получается финики, машрум это грибы. Посмотрите, машрум какие. Это какие-то китайские грибочки, я даже не знаю, что это за название такое. Машрум браун коричневые. Что это за грибы такие? Опята какие-то белые. Да ну, вешенки какие-то маленькие. Ну, какие-то без деревьев выращивают они. Название не написано, просто грибы и все. Вот этот стоит $2. А, вот есть и обычные. ОАЕ даже написано, что это местные шампиньоны. Именно с Туниса, они самые классные. О, возьми, будем в отеле пить чай. Возьми вот эту упаковку. А такую штучку не хочешь? Хочу тоже. Бери. Так оно на распродаже как стоит, да?
у нас в отеле как бы все для жизни есть, и холодильник, весы, мы даже с Валей ходим, взвешиваемся каждое утро, чайничек, кофе, заварка. И вот мы сейчас ходили в магазин, купили себе сладости, чтобы чаек пить хотя бы со сладким. Как эти финики местные у них? А это с Туниса финики. С Туниса? О, смотри, прикол, смотрите. Давай. Дед пошел. Ваня пошел. Ваня пошел это? Да, это Ваня, дед. О, смотри. Снег. Там снег идет. Капец, не узнать хутор. Ой, как домой не хочется. А Ваня? Мы где бы ни находились, мы когда обедаем, я сразу включаю, вот смотри, все бегают там. Я включаю его так, чтобы домой не хотелось. Сегодня утром как бы дождь шел, теперь смотрю, уже снег пошел. Ваня пошел их кормить. Кормят сейчас всех. Все собрались. Скажи, что там сейчас кроме снега там есть нечего даже. Да. А тот заметил, что вот сколько мы с ней не находились, говорит, я, говорит, ни одного не видел, говорит, на улице старика. И действительно, людей даже больше, после 50 лет никого нет. Да. Из-за того, что местное население, все 98% это экспанты, приезжие, рабочие. Зачем государству пенсионеры, старики, да? И получается, что тут только вот те 2%, которые местные жители Эмиратов, они там сидят у себя, наверное. Остальные те, кто может только работать. Остальные только те, кто может работать. Не нужны Эмиратам люди, которые не могут работать. Ну, только те, кто могут только отдыхать. Маша, знаешь? Что вы там делаете? Что у вас снег идет, что ли? А без поросят как-то скучно на хуторе. Ну зато ребятам легче ухаживать, правда? Антон, хочешь сейчас в снег? Мы только 3 дня приехали, ну ты чего? И я не хочу. Там свиньи какие-то орут на хуторе. Голодные, за ноги кусают. Надо, чтобы надоело солнце. Ну да. Я думаю, что уже сейчас наше видео подходит почти к самому концу, а мы до сих пор не ели верблюжатину. И я поймал себя сейчас только что на мысли, вот сижу, смотрю, ух, не поедем с верблюжатиной, там холодно. Я, наверное, смотрю, мне холодно. А на улице на самом деле плюс 30. Да. Поехали за верблюжатиной? А где ты возьмешь верблюжатину? Сейчас на такси вызовем, скажем, верблюда хочу. Помните, могут не так понять. Все нормально, поехали. Может, ты купить хочешь себе верблюда? Сейчас Валя умеет с ними говорить, ням-ням, верблюд, ням-ням. Мы идем сейчас пешком в бургерную, где продают верблюжьи гамбургеры. Это недалеко от нашего отеля. И вот везде по Эмиратам вот такие вот остановки. Еще когда лет 15 назад приезжал, они уже были. И они с кондиционером. То есть ты ждешь автобус или просто идешь и тебе становится жарко, ты зашел сюда, как в морозильную камеру, кажется, что сейчас где-то здесь должны туши этих мяса висеть, такие свиней. Тут такая здесь холодно, как в цеху, холодная погода, ты остановился и пошел дальше за бургером. Тебя стимулирует поход за бургером, да? Мимо заправки проходим. Смотрите, только 98 и 95. Нету 92-го, нету дизеля. И стоит вот 98
3 дирхама, а 95-й 2,9 дирхама. То есть получается 3,6 примерно это доллар, а тут 3. То есть это 0,85 центов. Это примерно как у нас в Беларуси. Одна цена на бензин, как у нас в Беларуси. Вот. А вообще тут курс, вот я 15 лет назад приезжал, как был 3,67, так и есть. Дирхам очень стабильная валюта. То есть одинаковый курс уже на протяжении 50 лет. Чуть-чуть там колеблется, чуть-чуть. Вот есть мистер Classic Camel, а есть мистер Spicy Camel. То есть это он будет со специями, много специй. Так, Валя не захотела верблюда есть, мы с Антоном сидим. Валя салат заказывает. Чикен Цезарь, Цезарь салат, Динамит чикен. А, тут получается только 2 салата есть в этой бургерной. Какой ты будешь? Чикен. Вот этот? Да. И one chicken салат. Окей? В общем, в Абу-Даби верблюжатину особо не найти. То есть верблюжатина была только там, в том отеле дорогом 7-звездочном, где мы пили золотой кофе. И вот здесь какой-то бургерный, то есть в 2 местах в Абу-Даби. Ну, сейчас попробуем. Валя не хочет. Валя укусит раз. Спайси и обычный. Какая хитренькая, не хочет верблюда пробовать. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Ну, что здесь? Я знаю точно, что жизнь коротка, надо везде побывать и все попробовать. Мы пробовали ленину, сейчас идет буржатин. Экстремал. Он ее сначала обжарил, а потом на огне, на открытом огне. Ну что, чувствуется? Или как свинина? Как говядина, да? Да, как говядина. Друзья, ничего сверхъестественного. Ну все, до скорой встречи. Всем пока. Если кому-то понравился ролик об ОАЭ, ставим лайки. А если не понравился, дизлайки не ставим. Пока. Пока-пока. На, Валентина, попробуй. Вот ты вот всегда скажешь на самом деле что да как. Вот скажи, на какое мясо похоже? Ну что? Мне мясо похоже на дичь. На дикое? Оно очень кислое. Ну, понятно, что это не свинина. Нет, это не свинина и это не овца. Ну, дикое невкусное мясо. Ну, Валь, Кислое. ну вкусное. Нет. А сколько же стоил такой бургер? 33 дирхама. Это то есть $10. Кстати, вы знаете, что в Эмиратах уже как 2 года ходят деньги не бумажные, а полимерные. Они типа пластиковые. То есть их так совнешь, а они назад выравниваются, смотрите. И эти они же прозрачные. Они не боятся влаги, плесени. Не плесневеют, как То есть в наши. них можно покупаться и дальше рассчитываться. Но пока что только 5 и 10.